Я нашел волшебный объектив, вернее даже два. Эти объективы творят магию, делают даже скучные фотографии более интересными, также не заставляют думать и развивают творческий подход. Они меня реально удивили, заставили вновь задуматься о вещах, про которые я забыл давным-давно. И да, стоят они совсем немного. Если заинтересовал, меня зовут Станислав Ваницкий, и давайте вместе разбираться, что же это за магия такая. Ну а спонсор сегодняшнего видео – это стяжка на липучке. Просто незаменимая вещь в сумке любого фотографа или видеографа. Если нужно собрать все шнуры в сумке, прицепить блок питания от света к стойке, чтобы он под ногами там не валялся, связать фотофон или там, не знаю, прицепить штатив к сумке, а еще можно закрепить пакет к объективу, чтобы не залило в ливень и так далее и тому подобное. В общем, очень удобная вещь, стяжка на липучке за копейки в любом маркетплейсе. Итак, это два объектива на полный кадр от Tit Artisan, полностью мануальных, то есть без автофокуса. Один портретный 90 f1.25, я его, кстати, сравню с лоп-лоп современным Sony GM8514, а второй объектив это Tilt объектив 50 f1.4. И прежде чем ты выключишь видео со словами «Да нафиг нужна такая оптика в 21 веке», дай мне пару минут, я расскажу, почему я тоже так думал и, как оказалось, сильно-сильно ошибался. И большая просьба в связи с последними тенденциями в нашей стране, в соцсетями. Очень нужна твоя поддержка, лайком, комментарием. Без них видео никому не показывается, просто руки опускаются вообще что-либо делать, что-нибудь интересное снимать. Ну и колокол бахни, чтобы следующее видео тоже не пропустить. Для меня мануальная оптика это далеко не что-то новое. В свое время я перепробовал кучу всяких неавтофокусных объективов, начиная от копеечных всяких зенитаров, индустаров, юпитеров, до всяких там Zeiss, Lotus и так далее. У меня даже очень долгое время был мануальный Zeiss Planar 51.4 ZF, который я брал под мой пленочный Nikon FE2. И, кстати, мне очень нравилось, как эта вообще парочка работает. Очень красиво было. И также этот объектив шикарно смотрелся на моем вновь купленном Fujifilm X Pro 1. Вместе так они в ретро-стиле смотрелись. Ну и фотки получились такие прикольные. В общем, учитывая, что я занимаюсь фотографией с 2006 года, оптикой в моих руках побывала ну просто тьма. И в какой-то момент, когда я уже долгое время занимался фотографией профессионально для себя, я окончательно понял, что если в объективе нет автофокуса, то он мне просто нафиг не сдался. Вот, потому что это долго, это неудобно, тратишь время на самой съемке, потом еще много брака из-за промахов по фокусу, часть фоток просто в корзину улетает. И, как правило, эта вся оптика, она мыльная, она вообще не резкая на открытых диафрагмах, плюс плохое просветление, всякие засветы, блики зайца, да и размытие заднего плана какое-то, ну, знаете, такое странное, вот, какое-то неровное. В общем, ну его нафиг, да? А почему? Потому что как профессионалу мне нужен четкий прогнозируемый результат для работы. Когда ты точно знаешь, что получится у тебя в итоге, и тебя не ждет никаких сюрпризов. И оптика вывезет все, в каких бы условиях бы ты ни оказался, что бы ты ей не подсунул. И тратить время на коммерческой съемке – это просто непозволительная роскошь. Ну, это логично, но с другой стороны, с таким подходом ты всегда получаешь предсказуемый результат. И это становится дико скучно в творческих съемках. В общем, когда ты снимаешь для себя, для души что-то интересное, и когда результат тебе известен заранее, это ну тупо скучно, да. И именно непредсказуемость, знаете, она дает такой интерес. Ты с большим любопытством ждешь, что же у тебя получится, да. И результат, он удивляет, и это интересно. Вот вспомни, когда ты только начинал фотографировать, как интересно было снимать, потому что при отсутствии опыта тебя каждый раз ждал сюрприз, было просто интересно, что же у тебя выйдет в итоге. Но чем глубже ты в фотографии, тем меньше новых открытий для себя ты делаешь, и тем менее интересно становится. Собственно, это касается не только фотографии, да, это вообще любой сферы касается. И вот когда я снова одел мануальный портретник, да еще и с диафрагмой f1.2, где не только попасть в резкость нужно умудриться, да, но еще получаешь всегда в итоге очень разную картинку, даже от того, что свет по-разному у тебя в объектив ну, тупо попадает, да. В общем, я прям кайфанул. У меня аж мозг начал по-другому работать. Каждый раз у меня получалась какая-то разная картинка, необычный результат. И это было, ну, пипец как интересно. Я давно такого чувства не испытывал. Прям, как, знаете, когда давно-давно, когда я только начал увлекаться фотографией, вот это вот чувство у меня такое же вот оно было. В общем, обо всем по порядку давайте. Эти объективы на тест брал у ребят из магазина 812 фото. Отличный магазин с очень хорошими ценами. Ребят прям рекомендую. Они уже очень много лет на рынке, то есть и занимаются этим профессионально, отлично. В общем, короче, естественно, после теста я им объективы вернул, то есть это не предоплаченный контент, они никак не влияли абсолютно на это видео, то есть все выводы в нем лично мои, да, то есть мое мнение. И мне было очень интересно, я решил для себя узнать, насколько такие объективы вот вообще сейчас актуальны, потому что с ними я очень-очень-очень давно дел не имел. В общем, нужны ли они в 21 веке? Ну и выводами с вами, естественно, решил поделиться. Так что спасибо ребятам из 812 фото за этот классный опыт. Ссылку на магазин внизу прикрепил. Там у них очень много всего интересного по классным ценам. Обязательно вниз сходите, ознакомьтесь.
Начнем с Тартизан 90 f1.25. Этот объектив, как только ты его в руки возьмешь, прям сразу же внушает уважение. Такой тяжеленный, весит 1 килограмм, он весь металлический, то есть супер качественно сделан, все солидно, надежно. Короче, просто на века оптика, смело можно будет просто в старости его внукам подарить, по-любому сохранится. По размеру он прям такой же, как Sony GM8514 первой версии, только Сонька, она потолще. Ну, понятно, что у него автофокусы вставлены. Фокусировочное кольцо у Тартизан, оно такое очень плавное, с таким хорошим ходом, то есть очень приятно крутится, знаете, как по маслу, прям так вот, да. Фокусируется просто, ну, не знаю, одно удовольствие, просто сам факт это кольцо крутить прямо просто доставляет удовольствие. Поначалу кажется, что на 1.2 фиг попадешь. За пару дней я приловчился и почти всегда сразу по резкости попадал уже прямо на открытой диафрагме. Плюс сейчас в камерах есть всякие фокус-пикинги, увеличения. В общем, проблем с фокусировкой не было. А это основная подстава, которую я ожидал от этой оптики. Оказалось все гораздо проще. Защитная крышка, она такая, знаете, очень интересная, большая, с бархатом внутри, одевается, снимается таким приятным, таким плавным ходом. Я сначала подумал, ё-моё, зря они бленду не положили в коробку. Ну, надо бы точно бы пригодилось, да, с учетом, как оптика себя ведет. И только спустя неделю я случайно, крутанув крышку, понял, что это и есть бленда вся, то есть вся крышка это и есть бленда. Просто пластинка, она откручивается, крышка превращается в бленду, ну, соответственно, бленда вкручивается в резьбу фильтра. Резьба фильтра, кстати, резьба 77 миллиметров, то есть если ты бленду вкрутил, фильтр уже как бы уже не вкрутишь. В общем, конечно, нифига не очевидно, но вот просто, если приобретете такую линзу, имейте в виду. Рисует объектив, конечно, просто изумительно. Я сразу вспомнил свой старый Canon 85-1.2 L второй версии, на которой, кстати, я не одну сотню свадеб снял. Знаете, такой четкий аромат винтажной оптики в хорошем смысле. Очень мягко, дымчато, но при этом, знаете, такая детализация хорошая. Объектив явно, ну, прям сильно заметно теплит, но при этом кожа такая получается супер такая, знаете, золотистый загаром. В общем, картинка, ну, очень красивая с него получается. Тут вообще нет винитирования и падения разрешения краем кадра. По всему полю кадра одинаковая резкость. Вообще пипец. Это очень круто и очень редко. В целом оно и понятно, потому что объектив сделан под среднеформатную оптику изначально, и он существует в байонете под Fujifilm GFX. Размытие тут такое вкусное, кремовое, сливочное, боки с откровенными такими, знаете, кошачьими глазками, ну или дольками лимона, как некоторые называют, в общем, кому как больше нравится. И по классике при закрытии начинают превращаться вот эти вот бакешки в гайки с такими с острыми концами. Это, конечно, первый минус. В целом до f2.0 не сильно заметно, а вот уже после f3.2 начинается такое сильно бросаться в глаза, что вот эти вот гаечки. Ну, надо сказать, что, конечно, весь смысл этого объектива, чтобы снимать на открытых диафрагмах все-таки. И поэтому в целом все не так страшно. Также из минусов отмечу минимальную дистанцию фокусировки. Она тут целый метр, что много. А учитывая особенность, что почти любой объектив максимальной близи, когда ты близко фокусируешься к чему-то, он заметно менее резок, чем на более дальних дистанциях. Тут мы получаем такой, знаете, мутный призрачный ореол. Картинка получается мутноватая, особенно заметно на таком светлом фоне, да, или каких-то белых предметов. С другой стороны, получается такой, ну, прикольный эффект, интересный. Вот так вот выглядит примерно. При этом лицо крупным планом снимать, конечно же, можно и даже нужно. Детализация предостаточно. Эффект такой получается приятной мягкости, и он здесь работает только в плюс. То есть выглядит все это очень прикольно. Самая слабая сторона объектива является его же самой сильной стороной. Я сейчас говорю про засветку. Как объектив реагирует на контровой свет, то есть когда свет попадает в объектив непосредственно. В связи с особенностью его просветления этой оптики 91.2 на любой луч света в свою сторону реагирует сразу же за светом. То есть каждый раз в зависимости от угла наклона объектива относительно света этот эффект проявляется и он проявляется по-разному. Очень по-разному. Но получается это всегда интересно. Там, где на современном идеальном объективе просто получаете картинку, ну просто картинку, да, на Тартизану всегда получаете художественную акварель, причем всегда разную. И картинка выглядит, конечно, максимально необычно, я бы даже сказал, волшебно. И мне тут сразу же возразят, скажут, да за цену этого Тартизан я могу купить современный автофокусный 85.1.4 супер резкий, без засветов. И да, это так и есть, но вот столько кайфа, приключений вам ни один современный автофокус на 85.1.4 даже близко не даст. Этот объектив, он, знаете, он про другое, это про душевность, про творчество, про авантюризм. Он как будто подстегивает тебя творить, пробовать что-то новое, и на фоне него обычная современная оптика кажется, ну просто наискучнейшей. Также объектив, кстати, отлично подойдет для творческого видео, прям идеально впишется, особенно киноделом. В общем, это такой, знаете, сугубо художественный объектив. Ну и примерно то же самое я могу сказать про объектив Тартизан 50 мм f1.4.
Характер рисунка, поведение у него совершенно другие, но когда начинаешь им снимать вообще что угодно, хоть пейзаж, хоть портрет, просто даже дом, все смотрится просто интересно и необычно. Вообще смысл, конечно, тильт-объектива, как мы все с вами прекрасно знаем, изначально был в другом. То есть возможность наклонить глубину резкости, повернуть ее как хочешь, хоть прямо, хоть по диагонали, в общем, как тебе больше нравится. Например, если вы, да, не знаю, снимаете что-нибудь высокое на столе, бутылку, объектив и так далее, под углом, соответственно, у вас глубина резкости тоже будет под углом. И получается либо верхняя часть резкая, либо нижняя часть резкая. А если хотите, чтобы все было резким, нужно очень-очень сильно закрыть диафрагму. Тогда из-за эффекта дифракции у вас, получается, резкость падает. Вот. Соответствующим образом, таким вот образом это все работает. Но фотографы, соответственно, люди творческие, они как только объектив появился, сразу же пошли дальше. То есть начали снимать необычно, то есть всякие там пейзажи, что получались такие, знаете, миниатюрки, там крошечные люди, игрушки, что такое игрушечное. Короче, прикольно. Ну и особенно, конечно, объектив был популярен, ну есть популярен у свадебных фотографов. Ну и в целом, как только ты наклоняешь резкость, все становится интереснее. Это, знаете, все выглядит максимально необычно для взгляда и выглядит каким-то волшебным. Как только объектив попадает тебе в руки, сразу начинается куча экспериментов, и оторваться просто невозможно. Как по мне, особенно эффект хорошо смотрится на видео и на таймлапсах, поэтому особенно рекомендую видеографам. На нем даже фокусировочные кольца, вот эти, знаете, вот, чтобы фокусироваться, с насечками для follow фокуса, то есть как бы намекает, что видеографам тоже очень сильно подойдет. По самому объективу, по конструктиву все просто, солидно, классно сделано. Везде металл, крышка, конечно, по мне не очень удобная, но вот она тоже железная, смотрится круто, по крайней мере. Все крутилки, все фиксаторы выглядят надежно, все хорошо работает. Если кому интересно, фильтр 62 мм. Открытая диафрагма 1.4 не очень резкая, но в целом она рабочая. Ну и когда наклон оси делаете всяко разное, у вас грипп становится такая маленькая, поэтому 1.4 вы использовать будете почти ну никогда. Вот. Но объектив довольно, конечно, сильно хроматит, но это тоже, опять же, легко фиксится в любом редакторе, там, в Lightroom, вообще 3 секунды. Ну и надо понимать, объектив работает, прям хорошо, нормально видно эффект, если все эти наклоны и так далее, если у вас на фоне или перед объективом что-то есть, что-то видно. То есть, если снимать на пустом фоне или что-нибудь, не знаю, какой-нибудь белый пейзаж, что-нибудь светленькое, в общем, короче, когда не видно толком заднего плана, там ничего нет, ни переднего, то это все абсолютно бесполезно становится, да, поэтому если хотите, чтобы прям все работало, то есть это надо, чтобы какие-то объекты были. Тогда объектив получается просто интересным. Поэтому, чтобы вы им не снимали, этот объектив любую картинку делает просто максимально интересной. И хочется постоянно им снимать. То есть все, к чему ты привык, все, что ты обычным образом видишь, тебе хочется посмотреть теперь через призму вот этого наклоненного угла. По итогу имеем два очень интересных объектива, которые, да, для профессиональной работы, конечно же, подойдут далеко не всем, но для творчества я рекомендую подобные объективы заиметь просто каждому. С ними ваша творческая жилка всегда будет в тонусе и точно никогда не будет скучно. Ну а на этом все. Увидимся в следующих видосах.